Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередная серия по гоночному болиду. И у нас проблемы, ребята. Все-таки не зря вы меня предостерегали, что не нужно пользоваться медной смазкой. Короче, вымазал я свою кинокамеру, вот теперь не знаю, что с ней делать. Пробовал ее оттирать, она только размазывается по камере. Неприятненько, ребята. Ну, вас это особо сильно не должно расстраивать и волновать. Но есть некие вещи, которые и вас тоже будут волновать и расстраивать. Они находятся здесь, прямо перед нашим носом. В общем так, нужно будет переделывать вот эти великолепные, красивейшие кронштейны, на которые я потратил пару дней работы. Но придется их переделывать. Это было очень тяжелое для меня решение, потому что я ничего не люблю переделывать. Но, ребята, у нас вот здесь вот будет стоять демпфер руля. Вот так вот он выглядит. Кстати, карбон здесь настоящий. ШСики очень хорошие. Жалко, такие вот не продаются почему-то на Алишке. Хотя на те же демпферы они их где-то берут. А нужен он для того, чтобы сглаживать пульсации от рулевого управления. Если мы наезжаем на какую-то кочку, ямку, чтобы не было удара по рукам, потому что здесь нет никакого усилителя руля, будет стоять демпфер, который будет эти самые пульсации сглаживать. Он настраивается. Можно сделать на минимум, как сейчас. Я его туда-сюда могу шевелить. Похоже, нужно будет ему еще ревизию сделать. Есть воздух, такое чувство. Вот, ну, если его открутить вот сюда, то уже все. Я со всей силы тяну. Очень жесткий. Такие штуковины обычно стоят на мотоциклах для борьбы с воблингом. Точно так же подзажимается, и чтобы руль не могло на кочке, на ямке расшатать в разные стороны. Это чревато большими последствиями. Но конкретно этот, он не мотоциклетный, он с длинным ходом. Ну хотя, может быть, и есть такие мотоциклы. На моем мотоцикле демпфер выглядит вот так. И сами видите, насколько он меньше и короче шток. А вот так в чем же, собственно, проблема и почему резко нужно кидаться переделывать уши крепления рулевой рейки? Ну, потому что я не предусмотрел крепление для демпфера. А его обязательно нужно где-то прикрепить. Одним концом он крепиться будет к самой рейке, а другим концом он к кузову должен быть намертво прикреплен через кронштейн. По идее, можно было бы даже куда-то как-то приколхозить что-то это дело. Но мне хочется сделать по уму, ребята, и мне хочется сделать, а точнее немножко изменить концепцию, которую я изначально придумал. Вот видите, здесь есть места крепления чего-то. Здесь должен крепиться тот самый стабилизатор поперечной устойчивости, о котором вы много-много раз меня спрашивали, будет он или нет. Да, я его запланировал, он должен быть вот здесь, это для передней оси, и для задней оси я тоже как-то показывал, где он должен быть, но могу еще раз показать потом. Амортизаторы у нас здесь, прогрессия здесь, и чтобы работал стабилизатор поперечной устойчивости, нужно провести тяги, очередные бархатные, через это окно, высунуть их, а здесь должен быть стабилизатор. Вот. И что-то мне подсказывает, друзья, что такой вот длинный стабилизатор, но он будет мягковат, мягко говоря, и надо будет его делать очень-очень таким жирным, толстым. Поэтому можно сделать более элегантно, если переделать эти штуки. Можно и стабилизатор приделать вот сюда. То есть тут будет двухуровневое крепление рейки и крепление стабилизатора поперечной устойчивости. Все, по идее, можно расположить элегантно, красиво, хорошо. Поэтому, пожалуй, я две штуки этих переделаю. Хоть они и получились довольно-таки хорошо, хоть и болтики уже подобраны, ну что ж поделаешь. Пришла новая мысля и более классное, элегантное решение. Будем переделывать. Это боль, конечно. Плохо, конечно, когда одни сплошь неприятные новости, но хочу вас порадовать, есть и приятные. Пока вы тут все отдыхали, ждали очередного субботнего видео, я сделал втулочки на заднюю подвеску. И не буду уже, по идее, докучать вас этими втулочками. Могу лишь показать вам, как они выглядят.
8 штук таких было сделано. И 8 штук закладных в ШСы. Все. Я их уже даже посчитал. Получается на всей ходовой 46 втулочек установлено. Ну, какие-то, может, еще там неучтенные будут. Вот. И что хорошо, фактически вся задняя подвеска работает нормально. Ничего особо не нужно допиливать. Только вот в этом месте немножко плотновато сделано. Чуть-чуть еще надо подпилить. Но оно, в общем-то, ходит. Хода у него нормальные, более-менее. Видите, тяга, считай, до конца доходит. Вот, упирается уже в тело. Надо немножко свободного хода вниз добавить. Да, здесь система чуть другая. Нет рулевого управления, и поэтому подвеска практически точно стала на свое место. Здесь 3D-моделирование сработало как надо. А вот на передней по-прежнему нужно все допиливать и доделывать. Конкретно сейчас мы займемся изготовлением рулевого карданчика такого типа. Изготовление будет с нуля, из титана. Самая большая сложность будет сделать шлицевое отверстие. Почему я не использую именно этот карданчик? Он, как бы, мягко говоря, великоват. Нам нужно делать подвал для нашей рейки. Рейка давно пребывает в полуразобранном состоянии, потому что нужно все совместить. А чтобы совместить и примерять, мне нужна снятая деталь. Здесь 30 шлицов, то есть эта цифра говорит именно о том. В этот раз я не планирую пользоваться самодельным делительным устройством, которое я вам уже много раз показывал, а планирую использовать просто диск, но установить его на токарный станок. И, по факту сделать новое устройство. Я уже начал этим заниматься. Вот такой валок выточил, опять же без ваз, для ускорения процесса. Но валок еще нужно маленько доработать. Он у нас вставляется плотненько, фактически без люфта. Но я хотел бы сделать его разрезным, как цангу, и распирать, чтобы он там внутри распирался и не выпадал. Для этого есть сквозное. Что, не сквозное? Ну, значит, пока не сквозное отверстие. Надо немножко это дело поправить, доработать, выточить конус и много-много каких деталей. Пока что мы можем только фиксировать делительный диск на резьбе. Какой же красавец он, а? Вводная часть закончена, приступаем к работе. Ну а теперь, друзья, переключимся на самое важное, на создание окончательного дизайна монокока. Почему же это так трудно и так важно? Ну, можете сами посудить. Трудность даже в том, что я уже больше 2 лет пытаюсь его создать, а он по-прежнему выглядит вот так вот, неказисто и нехорошо. Сегодня мы попробуем улучшить эту ситуацию, потому что стапель уже готов. И все близится к тому, что нужно будет его уже делать. Потому что основной работ всяких мелких втулочек и прочего я уже, в общем-то, и сделал. Кроме рулевого управления, которое, мне кажется, я еще долго буду делать, можно сказать, что большинство этих деталей готово. Итак, каковы наши цели? Сделать некую конструкцию, красивую и в то же время функциональную, и в которую будут помещаться все эти готовые детали. Вот, обратите внимание, я думаю, вы узнаете вот это. Это кронштейны передней подвески, это кронштейны задней подвески. Тут у нас двигатель и седлушка, которые готовы. Соответственно, у нас есть вот эти габаритные размеры, которые мы никак не можем изменить. Хотя я бы хотел чуть-чуть изменить верхнюю часть, сделать ее более кругленькой. Когда я изначально это создавал, я еще особо не умел делать. Ну, сегодня я вам покажу, что я умею делать. И мы немножко изменим верхнюю часть, добавим здесь вот такую кругленькую шапочку, закругление. Ну, потом я на алюминиевых деталях тоже немножко там чего-нибудь добавлю. Задняя часть останется как есть. Двигатель, соответственно, тоже должен внутрь упаковываться, и сиденье должно внутрь упаковываться. Но сиденье будет еще допиливаться, вырезаться лишнее, потому что я, в общем-то, немножко изменил компоновку, и я немножко удлинил болид на 55 мм, сдвинул двигатель и сдвинул задние, забыл как называется, но пускай будут кронштейны. Шпангоуты, вот бывает же, вылетит из головы и никак не могу вспомнить. Смотрите, между сиденьем и двигателем у нас на 50 мм удлинилось. Вот.
И плюс для удобства. То есть от края до края без носовой части у нас теперь 2,5 метра ровно. Как же делать? Как же делать монокок, ребята, в этих 3D программах? Как же это сложно, вы себе не представляете. То есть просто так налепить какой-то дизайн, это несложно, я это уже умею. А сделать именно по всем размерам, чтобы было все внутри, это довольно-таки и дико сложно. Но я нашел выход. Первое, что нам понадобится, я создал полностью заново 3D модель, то есть пересохранил, размножил ее. И теперь у нас есть основная модель, где все зависимости, где ходовка работает, можно пошевелить колеса, где есть всякие спойлера прикидочные. Вот тут видите нагромождение спойлеров. Это все я пробовал делать, пробовал моделировать, пробовал даже вставлять с других Формул-1. Ну, все мы будем делать заново, потому что у нас теперь есть новая папка «Дизайн», в которой нет ничего лишнего, в которой все быстро работает, удалены все скетчи и есть только те скетчи, чертежики, которые нам нужны. Ну, без этого я бы очень долго делал, друзья, потому что в той моей основной модели уж очень-очень все загружено, и она тупо тормозит и тупит. И как следует ничего не работает. Видите, здесь куча спойлеров, куча всего. Но выглядит, конечно, эпично, когда все включено. Ну вот, полюбуйтесь и будем выключать, потому что в папке с дизайном у нас совсем все будет по-другому и почти все будет создаваться с нуля. Итак, вернемся к этому монококу. Это пока на данный момент лучшее, что мне удалось создать. И, кстати, обратите внимание, видите, здесь я уже отодвинул шпангоут на те самые 55 мм. И мы будем создавать все заново. Но немножко ориентируясь на эту модель. Ее нужно было создать, чтобы опять же прикидывать, как там и где все внутри помещается. Видите, не так уж оно и помещается. Здесь что-то подтарчивает, здесь что-то подтарчивает. Ну, потому что создавалось неправильно. Сейчас будет создаваться абсолютно по другому алгоритму. То есть здесь я вырезал все сверху, сбоку, а потом делал фас. На уже следующий дизайн монокока я буду делать исключительно лофтом. Включаю все подготовленные скетчи. Вот, обратите внимание, как это выглядит. Такая предварительная настройка. И смотрите, есть некие шапочки небольшие. То есть здесь я должен буду усовершенствовать алюминиевые детали и добавить. Верхняя часть, она не силовая, поэтому это можно сделать. Здесь тоже немножечко есть. Вот. И в итоге у нас верхушки будут закруглены. Это хорошо и для прочности, и для красоты. Это тоже хорошо. И вот смотрите, что получается. Выполнены абсолютно простые скетчи. Все это сделано заново. Вот. По контуру наших деталей. Это ключевой момент. Далее я вам еще расскажу некие тонкости. Вот. Эти рисунки, промежуточные эскизы я уже делал самостоятельно. То есть как-то по некоему усреднению, ориентируясь опять же сбоку на ту модель, которую я только что выключил. То есть видите, здесь вот есть нижние точки. Здесь нижняя именно где соприкасается с сиденьем. Здесь с двигателем соприкасается. Здесь опять же повторяет форму шпангоутов. Но повторяет опять же не полностью, а с неким продлением вверх. Это тоже нужно, потому что нужно продлить сначала вверх, а потом сделать некое обрезание, чтобы мог вставляться двигатель, а верхняя крышка будет делаться отдельно. То есть наша задача сейчас уже делать именно деталь, не общий дизайн, а именно деталь, которая будет создаваться в ближайшее время из карбончика. Именно на нее потратится основной массив карбона. Все это будет делаться довольно долго, друзья. Да, опять придется потерпеть, но результат, я думаю, нас устроит всех. Почему долго? Потому что нужно будет допиливать каждый промежуточный шпангоут, то есть улучшать его, может быть сбоку что-то добавлять и делать монокок раз за разом, смотреть, что получится. Ну, давайте пробежимся, я вам покажу все свои пока что предварительные заготовки. То есть, ну и очередность, как это было сделано. Включаем один, видите, изготовлена часть носа. Позже я вам покажу, естественно, как это делается. Сейчас показываю заготовки. Выключаю его, включаю второй.
Видите, здесь уже более длинная, нос острый попробовал, как будет выглядеть. Но обратите внимание, пока что все еще не идеально далеко, мягко говоря. Здесь сиденье снизу торчит, здесь вот получилась такая пробоина. То есть пришлось мне допиливать вот этот эскизик. И смотрите, теперь он какой. У него есть верхушка такая. А тут вообще ничего не было, это я просто пробовал предварительные эскизы, те я их уже даже поудалял. Выключаем, включаем еще вариант. То есть вроде бы ничего не изменилось, хотя если второй наложить, видно, что что-то изменилось. Выключаем, включаем следующий вариант. Тут я уже сделал его чуть прозрачным. То есть много-много-много работы было совершено. Не было еще неких эскизиков, были только задние, передние. А эти, видите, торчат еще. Их я не использовал, потому что они были изготовлены позже. Ну, просто вам хочется показать, ребята, прям полностью весь процесс. Потому что процесс нифига не простой, не легкий. Не так, как говорят, да это все легко, да это все просто. Возьми 3D моделирование освой. Вот освоил, вот. И теперь аж страшно. Опять нос. Опять вот что-то сделано, какая-то капсула. Тут вот уже видно, что чуть-чуть начинает походить на настоящее. Да, двигаемся дальше, включаю следующий. Опять плюс-минус то же самое. Но видно, нос все равно какой-то вот кривой, горбатый. Что-то не то. А здесь уже, смотрите, все то. Обратите внимание, это первое, что у меня получилось более-менее. То есть сначала я делал такую же круглую трубу. Вот она. А потом из нее уже вырезал то, что будет являться монококом. Потому что нам же не труба нужна, нам нужно залазить туда вовнутрь. Нам нужно засовывать двигатель, то есть мы не можем сверху облепить все карбоном и все. А это опять же требует определенных навыков. Все это сделать, все это изготовить. Но опять же носик горбатенький. И видите, я взял, добавил здесь верхушку. Уже она не такая большая, как тогда я вам показывал. И сейчас увидите, что получается. Пока других элементов дизайна не буду показывать, потому что там очень интересная штука есть одна. Придется подождать. Покажу вам именно процесс, как происходит. Берем, нажимаем инструмент Loft. Выделяем эскизы. Первый, второй. Вот программка продумала. Значит, мы сразу новый компонент создаем. Выключу для простоты все детали, чтобы было понятно, как идет процесс. Выделяю следующий эскиз. Выделяю следующий эскиз. Следующий. Следующий. Дальше. И дальше. Вот что у нас получилось, ребята. Вот такая вот штуковина. Здесь уже у нас носик ровненький, потому что я его подработал. То есть отдельно средний этот эскиз я подработал. Сделал повыше. Точно так же я могу теперь, что мне хочется улучшить, в любом месте добавлять, изменять эскиз. И потом точно так же лофтом повторять. А то, что хорошо уже получилось, не трогать. То есть это очень полезная такая функция этого инструмента, что можно именно добавлять, а не переделывать заново. Потому что раньше, как я делал, мне приходилось именно полностью заново делать. Вот он, старый кузов. Он угловатый, корявенький, нос некрасивый. Приходилось каждый раз делать заново, чтобы получалось хоть что-то. Но и здесь все не так просто. Я вот не знаю почему, но некоторые эскизы хорошо, плавно соединяются. Вот. То есть точки сходятся вот эти. Видите, по точкам идет ориентация. Если точки все симметрично сходятся, то все получается симметрично. Здесь получилось, смотрите, как кривенько вот в этом месте. Линия пошла куда-то в бок. И получается такой запил, залом непонятный. Но это ничего страшного. Эти линии можно двигать. Точки точнее. И настраивать симметрично. Что я в принципе и делал. Вот так мы отклоняем. И уже видно, как картинка меняется. Как сразу становится все хорошо. Чтобы было симметрично, мы вот так выравниваем. И относительно этих точек с другой стороны тоже все равняем.
Вот. Это опять же немножко напрягает. Получается, некую работу надо делать каждый раз. Но я пока еще не научился делать эскизы так, чтобы они прям четко соединялись. Хотя вот первые раз, два, три, первые сектора вот эти, они соединенные именно четко. На носу какие-то тоже четко соединяются, если последовательность идет от носа. То есть создание лофта от носа, если идет. Сейчас я с задней части делал. Ну а так мы можем выровнять. Это не сильно страшно. Во всех плоскостях посмотреть, как оно выглядит. Чтобы линии были одинаковые. Вот видите, точки в хаосе. Мы сразу берем, ставим как нам надо. Снизу видно, что практически точки одинаковые, но они тоже разные. Но их можно тоже подправить, если вот так посмотреть. Видно здесь вот короткий промежуток от края, здесь подлинней. Точно так же мы это все двигаем и делаем так, как нам надо. А нам надо, чтобы было симметрично. Вот. Сначала на глаз, потом сбоку на большом приближении мы корректируем. Так же само можем эти линии сгладить все, поставить их наверх. Из-за этого немножко форма изменяется. Это все можно отслеживать, все можно контролировать. Но основной принцип действия вы уже поняли. Нажимаем ОК, и у нас создалась лофтовая болванка. То есть, чтобы вы понимали, таким способом через шпангоуты и через лофт можно сделать любой сложности детали. Вот буквально любой. Именно такие сигарообразные, какие-то прямолинейные, но где что-то куда-то выпирает, торчит, то есть ушки можно какие-то сделать. И этот инструмент, он от одного шпангоута до другого все это сгладит и сделает очень красиво и очень плавно. И не так, как я делал раньше, угловато. Вот в задней части вообще непонятно мне было, что делать, как улучшить дизайн. Вот как раз таки сейчас мы к задней части вернемся. Я вам покажу, что я там наваял и как получается. Принцип, я надеюсь, вы уже поняли основной. Теперь включаю основную модель. У меня заготовка есть получше, но эту я уже доработал, именно вырезал с нее все, что нужно вырезать. И монокок, он будет именно примерно такой, только будет еще чуть-чуть, вот сейчас тут показана верхняя часть. А так основная модель у меня вот она. Но она еще не вырезана, поэтому не могу показать. Она чуть получше. Как раз таки убрал впадину вот здесь. Вот видите, когда включаю, более плавненько получается, без впадины. Включаем дальше, вот появляется такая штука. Как она вам, друзья? Здесь есть подушечка для шлема, для головы. И есть тот самый воздухозаборник, как у Коршуна. Может быть, назвать болид Коршун 2, ребята. Вот сейчас как-то пришла такая дикая, дерзкая идея. Коршун 2 назвать болид и тоже в красный кэнди цвет покрасить, будет круто. Ну, естественно, R1. Там был F1 Коршун, а тут Коршун R1. Значит, назначение этой штуковины не только воздухозаборник и подушечка. Здесь еще будет силовой элемент, который нужен для защиты пилота. Если мы, допустим, где-то перевернемся, не дай бог, конечно, но такая возможность всегда есть и нужна защита какая-то некая. Поэтому эту часть нужно будет сделать очень прочно, и я ее немножко удлиню. Просто мне сейчас пока нужно делать дизайн, и поэтому удлинить не могу именно в 3D модели. А по факту она будет миллиметров 100, может и больше. То есть максимально много, но чтобы мог поместиться двигатель. Потому что так он, если как бы ее сильно прям, я же говорю, закапотировать и сделать все цельное, то двигатель просто не поместится. Продолжаем дальше. Есть у нас такая неудачная часть конструкции. То есть слишком горбатая получилась. Потом я ее переделал на вот это вот. Вот это вот уже фактически, ребята, окончательный дизайн монокока нашего болида. Верхняя часть смотрится монструозно, потому что болид он маленький, он не как Формула-1. Формула-1 она в задней части гораздо длиннее, наверное, на метр длиннее, и поэтому там смотрится как-то вот оно более элегантно все это дело. Но у нас будет так, потому что защита нужна. Вот он пилот, и по касательной надо, чтобы была защита. Чтобы если перевернулся болид,
мы не чесали головой по асфальту, а было, как у нас говорят, 10-15 сантиметров жизни. Ну вот как капот 2 метра жизни, но тут не 2 метра, а 10-15 сантиметров, ну хотя бы так. И вот в задней части у нас здесь выходят амортизаторы, это тоже будет красиво, круто смотреться, можно заднюю часть доработать, но этот колпак, в общем-то, можно и потом продолжать моделировать, продолжать усовершенствовать. Нам сейчас нужно сделать дизайн именно монокока. Так что мы его убираем, отрезается у нас еще здесь нос, и получится, ну, вот такая вот плюс-минус интересная деталь. Плавная, ровная, точная. Что скажете по этому поводу, ребята? Нравится ли вам вот это вот все? Давайте я сейчас повключаю все элементы, колеса, двигатель и так далее, чтобы вы могли понять, нравится вам это или нет. И нужно будет уже начинать закупать пенопласт там и прочее, прочее, прочее. И искать, хотелось бы найти того, кто бы мог бы отфрезеровать пенопласт. Если такие есть, ребят, мастера у нас тут близ Ростова-на-Дону, хотел бы у вас заказать эту работу. Вот. Ну, либо сам вручную буду делать. Это тоже возможно. Надо разрезать модель виртуально, делать такие сечения и по сечениям делать, обрезать пенопласт, потом набирать пакет. Вот. Ну, хотелось бы сделать на ЧПУ более точно. Так что, если есть такие мастера у нас близ Ростова-на-Дону, ну, лучше, конечно, в Ростове-на-Дону, в телеграм-канале напишите, пожалуйста, мы там с вами пообщаемся, договоримся. Сделаю немножечко прозрачно и все вам повключаю. Включу вам камеру, удобную глазу. То есть так вот именно оно больше правдоподобно выглядит. И давайте посмотрим. Вот такой дизайн, друзья. Все внутри помещается у нас. Отлично. Приладил воздухозаборники. Приладил передний спойлер. Не пугайтесь, он такой жесткий, крутой не будет. Будет попроще. Ну, просто у меня другого нет, пока вам показать. Пока показываю вот то, что есть. Это я делал не сам, я просто скачал его. Так, для прикидки просто. Вот. Сейчас у нас главное утверждение дизайна монокока. Днище, задний спойлер, задний даже вот этот вот колпак. Он будет переделываться. Но вот эта часть как бы вот должна остаться такой, какой она есть. Я ее просто вот здесь подобрежу, чтобы она потолще была. Вот, и все. Что скажете, ребята, на это? Мне очень интересно. Я очень доволен тем, что получается. На формулу, ну, сами видите, похоже, даже очень сильно. Можно еще в разноцветицу покрасить. Ну, когда оно все прозрачное, как-то так непонятно, что происходит. Много-много чего переделал. Руль приблизил поближе. Потому что так как мы на обычном авто с вытянутыми руками ездим, мне подсказали, что ну, долго так не проездишь. Слишком большие там усилия. Руль все-таки без гидравлики, без всяких усилителей у нас будет. Ну, правда, будет демпфер руля, я вам показывал. Но приблизил поближе, чтобы легче было ворочить руль. У меня было пару фоток именно чертежей монокока, гоночных болидов, настоящих Формулы-1. Вырез под пилота я постарался сделать именно таких размеров, чтобы можно было туда залезть. Руль тоже постарался расположить именно точно так же. Ну, чтобы эргономика была нормальная, гоночная, чтобы все соответствовало. Пилот у меня в полулежачем состоянии, ну, как бы не сказать даже, что в полулежачем, можно было бы еще наклонить. Ну, мне кажется, нормально будет. Высота болида, кому интересно, от пола до верха с вот этой шапкой 1100 мм. Без шапки было бы 1000 мм. То есть голова бы помещалась. Также еще, ребят, еще один интересный нюанс, интересный момент. Монокок этот наш, это силовой элемент конструкции. И при желании, если мы очень сильно захотим, и вы, и я, это мы все должны очень сильно захотеть, можно будет сверху налепить любой, в общем-то, кузов. Ну, кузов, конечно, это как спорт-прототипы лимановские должен получиться. По мне, так это максимально красивая, элегантная, эстетическая вещь и крутая. Вот. И мы можем даже сделать потом впоследствии такой кузов с круглой кабиной. Вот. И можно будет эту кабину откидывать,
заходить туда вовнутрь. Верхний воздухозаборник и защиту надо будет отпиливать. Но она будет карбоновая, и может с металлическими вставками и может иметь возможность отпиливаться, так сказать. И можно будет налепить сверху кузов и переиграть дизайн уже, сделать как-то что-то по-другому. Если у нас будет интерес, потому что там работы вообще не початый край. Делать огромный кузов из карбона — это просто жесть. Вот сделать такой монокок гораздо проще, нежели сделать целиком. Ну и опять же, монокок подразумевает сверхмалый вес, ничего лишнего. Вот, просто пилот и болид. Все. Мало того, я вам даже больше скажу, монокок-то он будет вообще вот такой. То есть вот он. Нос будет тоже отдельно. А монокок вот такой. И вот эта штука должна весить не более 30 килограмм. Тогда я буду полностью доволен. Это даже будет чрезмерная жесткость, я думаю. Ну, пускай будет чрезмерная жесткость и прочность. Плюс-минус там 10 килограмм все-таки мы не упарываемся. И самое важное, надо сделать мега прочную и просто неразрушимую капсулу. Без всяких спойлеров, без ничего лишнего, машинка будет выглядеть как-то так. На ней уже можно будет ездить, ну и допиливать спойлера, чтобы ездить в поворотах быстро. Ну, так она будет быстро в драгрейсинге ездить, потому что будет максимально легкая. Носик я здесь, естественно, закруглю. Это так, просто пока обрубочек такой. Нос же мы потом будем делать, вы же слышали? Ну а на этом у меня, ребята, пока что все. Я думаю, следующую недельку я еще помоделирую. Вот. Потому что на это тратится очень-очень-очень-очень много времени. Но нужно довести до ума нашу капсулу, наш монокок, прежде чем начинать его делать. Вот. Ну и как я уже говорил, ребята, если у кого-то есть возможность, если кто-то точит пенопласт на ЧПУ, я бы хотел бы заказать у вас такую услугу. Вот, напишите в Telegram. Ну а у меня все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лойсом. Всем пока, ребята. До новых встреч.